Всем доброй ночи, друзья мои. Перед вами 4 богини. Лесная госпожа из веканской традиции, Ошун из традиции Африки, Лакшми, индийская богиня, и Фортуна. У всех этих 4 богинь практически одни и те же функции. Собственно говоря, лесную госпожу иногда называли и Кабондией в том числе. Потом эти две ипостаси разделились, и они стали уже отдельно существовать, и поклонение стало отдельным. Ошун называет африканской фортуной, дарующая красоту, благо, мужчинам дарует карьерный рост, деньги. Очень капризная богиня, с ней нужно поосторожнее. Ее христианская маска – Богородица. То есть я уже говорила о том, что у богов Вуду есть христианские маски. То есть маскируя свою религию, свое верование, рабы из Африки были вынуждены просто, призывая своих богов, называть по-другому. Маскируя, как бы пытаясь затаить их, потому что у них не было иного выхода. Следующий — Лакшми. Лакшми — та же самая Сати, верная жена, та же Кали, та же Дурга. У нее 4 ипостаси. Сати — это верная послушная жена. Лакшми — женщина, дарующая благо, уют, тепло и любовь. Кали — женщина, сражающаяся за свои права, за свою родину, за свою семью и род. Дурга — защитница женщин, защитница обиженных, защитница угнетенных и прочее, прочее. То есть 4 стороны женской натуры. Фортуна — богиня удачи, богиня фарта, судьбы, Запада, Римской империи. Однако она пришла с Греции. В Греции ее вначале звали Юнона, счастливая. Потом эти 2 ипостаси соединились воедино. Дорогие друзья, когда в древние времена люди шли к богам, просили то, что им было необходимо в этой жизни, в тот момент, в тот период, приносили жертву, служили при богах жрецы. Жрецы знали весь канон, все, значит, традиции, положенные в то время для подношения, для благодарения богов и прочее. И с помощью жрецов было легче понять, что именно требует Бог, что именно принести, как попросить, как благодарить. И между людьми и богами была налажена связь. Когда пришли в мир религии, то с помощью крещения, с помощью отрывания от родных корней, это практически кодирование, потому что после того, как вас крестили, вы постоянно идете в церковь, носите в церковь, туда носите все, и говорится все во славу Израилева, но не во славу России, не во славу Армении, не во славу Грузии, не во славу кого? Израилева. Евреи, которые были избраны Богом Яхве, на самом деле не самый счастливый народ, если наблюдать за их историей, правда? Любимицы, то есть любимый народ Бога был угнетен, практически чуть ли не уничтожен, и Холокост прошел, и геноциды прошел, и был изгнан в Вавилон, потом вернулся обратно в Израиль, был изгнан в Египет, вернулся в Израиль и прочее, прочее. Так любимый народ Бога бывает до такой степени угнетенный, уничтоженный, просто до такой степени уставший от всего? Наверное, нет. Если Бог любит, то Он охраняет и помогает. Я так понимаю. Это говорит о том, что, к несчастью для евреев, их выбрал не самый добрый Бог, увы. Если изучаем мы библейского Бога, то он очень мстителен. Того же Саула он снял с царского престола, очень наказал сильно его всю семью,
За что? За то, что Саул проявил человечность и не исколесил, значит, детей и стариков покоренных народов. А Бог требовал именно этого, собственно говоря. За что Саул и поплатился и своей жизнью, и жизнью своего сына. Кто хочет верить, пусть верует, это их право, их дело. Я не собираюсь зомбированных людей возвращать откуда-либо. Мне это не интересно, и это не мое дело. Придет время, и люди очухаются. Люди уже возвращаются к истокам. И современные религии уже и так себя исчерпали в любом случае. Но, да, до того дошло, что уже как бы костелы вот эти европейские практически продаются за символическую плату $100 и прочее. И внутри уже помещают отели, рестораны, хотя это очень неправильный выбор. Почему? Потому что в этих церквах когда-то и венчали, и отпевали покойных. Эти места обладают очень нехорошей энергетикой, поскольку в церковь всегда ходят просить, молиться, плакать, оставлять там свои бедствия. И вот в этих отелях, где веками люди ходили и оставляли свои бедствия и страшные тайны, мне кажется, находиться, это практически самопорча. Глупо с моей стороны. Конечно, они могут там делать, что хотят. Последствия потом дадут о себе знать. Что такое магия? Я уже объясняла, что магия – это первая религия человечества. То есть, когда человек еще понимал Бога, когда человек постепенно рос в своей жизни, постепенно развивался, и когда еще определенными ритуалами крещения и прочее не закрывали его связь с предками, с родом, и не закрывали его возможность получить знания. Определенно 2000 лет человечество очень многое потеряло, очень многое, во многом отстало именно в духовном плане. В плане развития пошли вперед. Но, видимо, так было нужно богам, чтобы человек почувствовал, насколько ему нехорошо без родных богов. Так вот, колдуны, ведьмы, ведьмаки, маги, если хотите знать, да, они все наследники тех древних культов. Они все наследники жреческих каст. В то время, когда была каста жрецов, и каждый служил в определенном храме, все знали свои места. Когда новые религии смели эти все понятия, и пришлось служителям культов прятаться, может быть, даже маскировать свои заговоры, ритуалы под христианские понятия, то есть говорить о том, что там в конце, в общем, припечатывать во имя Отца и Сына и так далее. В любом случае, даже если они забыли, кто они есть, в генетической памяти оставила о себе знать. Я извиняюсь, у нас тут соседи дерутся и, собственно, отвлекает меня. Да, есть у нас тут такое дело наверху. Так вот, люди, которые носители тех древних знаний, тех представителей древних родов, они стали распространять понятия, которые были их отцами и дедами как бы оставлены им. И им пришлось открывать для людей силу богов, всех. Потому что они были вынуждены показать всех богов. Это уже время, когда у каждого бога был свой храм, свой жрец и прочие, ушли в небытие для того, чтобы воссоздать, восстановить и вернуть в мир эти силы и показать людям, как ими пользоваться, как это сделать, пришлось возобновить все ипостаси богов. И поэтому на нас более тяжелая функция лежит, то есть показать людям и рассказать, и объяснить функции каждого божества, каждой силы, почему, к чему оно ведет. Когда я начала вести свой канал, увидев великую жажду людей колдовать, не имея навыков, я поняла, что на самом деле им нужно не колдовство, им нужно просто понять, к кому обращаться, к какой силе, чтобы получить то, что они хотят. И я эту жажду, можно сказать, удовлетворила тем, что я дала
ритуалы безобидные для них, но очень эффективные. То есть ритуалы, за которых им расплачиваться не придется. Ритуалы, в которых не нужно будет поднимать черные сферы. Ритуалы, в которых не нужно будет теребить демонические сферы. Ритуалы, обращенные к богам, к силам, которые с нами рядом всегда. Те ритуалы, которые проводили простые люди веками. То есть то, что можно было провести, взяв за основу древние песнопения, взяв за основу древние какие-то поверья, приметы и прочее, создавая такие ритуалы, которые помогут простому человеку вырваться из бездны вот этого состояния, да, безысходности и пойти вперед. Люди стали снимать видео, отправлять. У нас есть гостиная ведьминой избы. Там больше 200 человек уже оставили свои видеообращения, чтобы, если кому-то нужно понять, как происходит это все, могут посмотреть и сами понять, каким образом к этому шли люди. То есть это очень стимулирует человека, это очень помогает человеку понять, как правильно сделать, поделиться между собой всеми теми наработками, ритуалами, которые я отдавала людям. Так вот, дорогие друзья, из-за того, что исчезли древние жрецы, и из-за того, что мы продолжители рода жрецов, на нас лежит очень большая ответственность возродить эту жреческую касту, возродить поклонение древним богам, по крайней мере, обращение к ним, уважение к ним. Я уже 100 раз говорила, мы не должны чураться, ненавидеть эти силы, мы должны их уважать, почитать. Тогда они будут нам помогать. Видите, как они начинают вам помогать, когда вы чувствуете к ним уважение, вы уважительно их просите. А то мы им дали клички, знаете, демоны, бесы, страшные, черные, нечисть, нежить, чего, как мы только их не назвали. И, естественно, они обиделись, отвернулись от нас. И вот после того, как вы, поняв, что они не пришли вам вредить, и не ненавидят они вас, вы их дети, вы созданы ими, поэтому вы можете к ним обращаться, они вам помогут, вот это поменяло жизнь людям в лучшую сторону. И так как вот эти касты жрецов практически исчезли, остались только те, которые из поколения в поколение носители этой генетики жрецов, то на нас лежит более такая, скажем так, громадная ответственность показывать всех богов, показывать все силы, объяснять, какой бог у какого народа как назывался. Почему? Потому что человек, который приезжает в Россию, как бы его ни звали, если его зовут Султан, здесь его называют Саша, правда? На свой лад переделывают для того, чтобы было удобно назвать. Точно так же и боги. Когда путники шли, значит, в Рим, я уже говорила, англосаксы, и увидели, и вернувшись, сказали, у них тоже есть Габондия, только ее зовут Фортуна. Понимаете, каждый народ по-своему называл божество, но ведь боги были одни и те же. Просто в разных ипостасиях они управляли народами, они управляли миром и управляют до сих пор. Так вот, дорогие друзья, на плечах последователей тех жрецов древних более трудная задача. Если там жрецы служили одному богу, одному божеству, это вполне нормально и, знаете, не так энергозатратно, поскольку человек за свою жизнь привыкал к энергии этого божества и понимал, что нужно этому божеству, и всю жизнь служил ему, и как-то это проходило более так спокойные обстановки для него. В данный момент энергии всех божеств, они обрушились на нас. Мы должны про них, про всех рассказывать, говорить, прояснять, с ними со всеми работать, их всех почитать. Сейчас вот этот момент настал. Именно поэтому мы являемся жрецами всех богов, всех сил, которые через нас передают человечеству определенные знания. Это чтобы понять, почему так происходит, почему служение всем силам и всем богам, потому что так положено, потому что кроме нас уже никто про них не раскроет, только мы остались, понимаете? Нет уже древней жреческой касты, которая один служил Аполлону, другой служил там Гекате, третий служил Зевсу, Гермесу и так далее. Сейчас мы служим им всем, и мы о них обо всех говорим, и мы с них берем то, что нужно, и передаем людям. Если нужно для хорошего, значит, хорошей продажи, берется у Гермеса, который был богом плутовства,
богом купцов и прочее, прочее. Пусть его называют по-другому в другой ипостаси. Пусть его называют по-другому в других культурах, но без разницы, он отвечает за, скажем, выдачу информации, скажем, о купле-продаже, о бизнесе человека. У силы денег мы берем вот это все. Если нам нужна удача фарт, мы обращаемся к фортуне. Если человек происхождения восточного, ему может помочь еще и Ошун, потому что их энергия совпадает. Если мы хотим попросить, значит, что-то нехорошее, да, для человека, мы можем обращаться к Шангу. Шангу Карифур, черный Шангу. Это африканское божество смерти, проводник смерти. Но мы можем еще обращаться и к Анубису. Это тот же самый Анубис, просто африканской ипостаси. Понимаете меня? Боги все одинаковые, одни и те же. Просто у разных народов они называются по-другому. Но функции выполняли они одни и те же. Именно поэтому, к кому из них ты не обращаешься, он тебя слышит. Даже если ты не знаешь этих богов, ты просто просишь силы тебе помочь, и тебе дано. Если ты из того рода жрецов происходишь, они тебя слышат и помогают. Разделение школы магии. Школы — это не в том понятии, которое сейчас вот заполонили интернет, всякие школы и прочее. Это не именно школа, направление магии. Давайте обсудим. На самом деле у многих заблуждение, что ведьмы, маги — это немножко разные люди. Но это, знаете, я извиняюсь, конечно, это идиотизм полнейший. Рождаются ведьмами. Есть ведьмы природные, это те, которым дано очаровывать, которым дано за собой вести людей, которые могут очень многое. Они даже могут не верить в магию, но им это дано. Их называют дочери дьявола, их называют невесты дьявола, их называют демоницы, их называют как угодно. Ну, например, к этому числу относилась та же Мария Каллас, которая пела превосходно, но я бы не сказала, что она была красавица, близко посаженные глаза, абсолютно не красавица, но роковая женщина. Женщина, которая многих загубила. То есть солдат немецкий, который служил на их улице, после того, как его перевели, он повесился, что он не будет видеть Марию каждый день. Такой была Эвита Эва Перрон, знаменитая Эва Перрон, которая умерла в 26 лет от рака, но до 26 лет столько сделала для Аргентины, что ее просто посчитали святой. Что еще? Такая могла быть Маргарет Тэтчер, такая могла быть Беназир Бхутто, понимаете, и так далее. Женщины, которые достигли власти, просто самой вершины власти, смогли там удержаться, и никто им не мог ничего сделать. Такая была Хюррем Султан. Но ей говорят, что она еще и занималась магией, не просто знала, не просто была прирожденная ведьма. То есть природная ведьма, извиняюсь. Прирожденная ведьма – это продолжители рода ведьм. Это дети, которые всю жизнь сопротивляются, особо не хотят этому, но они с детства странные, уже говорила об этом 100 раз. У них появляется очень много таких странных наклонностей. Со временем они усиливаются, ведьма становится колдуньей. Она начинает колдовать. Если она не колдует, она не ведьма, она вообще никто. Потому что прирожденная ведьма, она должна колдовать. Она должна заниматься колдовством. А как еще вы хотите, чтобы человек добился желаемого? Извините меня, манипуляции вокруг себя людьми, значит, умение вредить тем, кто тебе делает зло, умение делать добро тем, кто к тебе добр, умение менять положение вещей в свою пользу, умение менять судьбу человека. Это колдовство. Это высшая степень магии. Выше этого больше ничего нет. Только мыслеформа, но это все идет в одну кучу вместе. А мыслеформа — это управлять мыслями. Когда ты достигаешь определенного мастерства, вершины мастерства, ты уже мыслями управляешь. Ты что-то скажешь, и оно сбывается. Ты уже боишься чего-либо говорить. Тебе нужно просто хорошо что-то представить, и ты это получаешь. Потому что силы, которые вокруг тебя, и твой уровень демонизма, который со временем усиливается, и твоя энергия привыкает уже к потусторонним энергиям и силам, они вычитывают твои мысли, они понимают, что ты хочешь, и они тебе это приносят и отдают.
собственно говоря. Вот это и есть высшая степень магии. И есть третий вариант – наученные ведьмы. Наученные ведьмы – это те, которые либо природные, либо никакие, но они хотят в колдовство. Однако у них корыстная цель, в отличие от прирожденных ведьм, которые продолжители, которым некуда деваться, они обязаны продолжать род колдунов. Наученные ведьмы идут с корыстной целью. Открыть салон, заработать много денег, им кажется, что это так легко и просто в этом ремесле. Либо починить себе мужчину, либо найти себе богатого человека и жить за его счет и так далее. У них корыстная цель. Со временем немножко у них начинает получаться, потом демоны начинают у них высасывать всю энергию жизни. Если она вовремя поняла, ушла, спаслась. Если нет, то она будет уничтожена. И вот такие со временем сходят с ума. У них начинает шизофрения. Они начинают делать такие странные вещи, какой-то ерундой заниматься. Именно из-за таких не очень далеких женщин потом говорят, вот ведьмы сходят с ума, у них там этот. Ведьмы не сходят с ума, они до конца жизни живут отличной, нормальной жизнью. Сходят с ума вот такие полоумные существа, которые влезли туда, куда им не надо было лезть. Вот это 3 вида ведьм, которые существуют. Но из них самое сильное, понятное дело, и призванные – это прирожденные ведьмы, потому что они продолжители. Итак, говорила, еще раз повторю, что ведьмы – это в основном европейское понятие «ведьма». Вот восточноевропейское понятие и, можно сказать, славянское понятие больше. Значит, на Западе их называют маги. На Востоке называют колдунами. На Севере – шаманами. Это одни и те же люди. Это люди силы. Люди, которым дано. Люди, которых призвали, привели. Люди, у которых предки служили силам, и они в том числе. Направление магии в основном, знаете, более так, начнем сейчас детально разбирать, северные маги. Это веканская традиция. Там основной акцент делается на зелья, основной акцент делается на заклинания, связанные с силами природы, с рунами, знаками, определенными сильными знаками, которые помогают усилить твое колдовство. То есть ты чертишь эти знаки, усиливаешь их, оживляешь их, и с помощью них ты достигаешь того, что ты хотел. Северные шаманы. У шаман в основном все связано с духом природы, с силами мироздания. У них больше подручные средства, у них мех, мясо, кровь. Вот все, что у них под рукой, они этим и колдуют. И основное у них направление – это вызов духов. То есть вызывая духов, стирая грань между этим миром, то есть вводя в транс, в состояние измененного сознания, вызвать определенные силы, у них попросить это и получить. Восточные колдовство. Восточное колдовство отличается помпезностью, красотой, маслами, благовониями, где-то даже молитвами, как бы сами не понимают, кому молиться, но в любом случае молитвами, разными свечами, разными запахами, разными маслами и прочее, прочее. Восточное колдовство очень сильное, оно связано с джиннами. Джинны – это, я уже говорила о них, рассказывала, не будем снова останавливаться, да, это духовный народ, скажем так, который точно так же женится, точно так же умирают, они имеют национальность, религию, они имеют, значит, в каждой стране они берут национальность той страны, где они находятся и живут и так далее. Какое-то время джинны были изгнаны подальше от людей, но иногда они наведываются в их жизнь, иногда влияют на их судьбу. Колдуны призывают джиннов и вселяют в человека. Человек, подселенный, как бы не обязательно, чтобы его замечали, просто он падал в обморок, в конвульсиях бился, абсолютно не обязательно. Просто этот джин может ввести его не по тем дебрям жизни, понимаете, и заставляя совершать ошибку за ошибкой, преступления, глупости и так далее, вести его просто к бездне и толкнуть туда. В конце концов, он закончит свою жизнь либо в тюрьме, либо в дурдоме, либо еще где-либо. Это подселение. Восточное колдовство, оно в основном связано с джиннами. Отправить джинна, попросить джинна и так далее.
Это Восток. Африканское колдовство. Африканское колдовство, оно более аскетично, поскольку африканский контингент был испокон веков не самый богатый, хотя живут на алмазах. К сожалению, необразование привело к тому, что они очень стали суеверны, очень окружили себя всякими легендами, сказками, рассказами, но, к сожалению, не умеют пользоваться теми богатствами, которыми владеет их земля. И поэтому африканское колдовство очень аскетично. Оно в основном связано с силами предков, духов и так далее. Они свято верят в свои силы предков, они свято верят в своих древних богов. И эта вера создала, на основе этой веры создалась огромная такая мощная, сильная религия вуду, воудоу, что означает белое и черное, или белая сторона, значит, энергии, черная сторона энергии. С помощью культа вуду удалось черным народам выжить, не потерять себя, не потерять свои корни и в конце концов достичь того, что они освободились и стали полноценными людьми. Ну, по крайней мере, так официально считается, да? Культ вуду голливудскими режиссерами был просто-напросто превращен в нечто такое страшное, ужасающее, страшную какую-то вещь с черепами и кровью. На самом деле культ вуду очень редко губит и больше помогает. С помощью вуду призывается удача, призывается значит, открываются дороги судьбы и прочее, прочее. Культ вуду очень распространен не только в Африке, но и в Гаити, куда были проданы рабы еще в те века. Есть разнообразный культ вуду, есть креольский культ, есть гаитянский культ, есть африканский, есть испанский культ вуду, есть латиноамериканский культ вуду, поэтому этих культов очень много. Вот это, наверное, одна из самых распространенных и религий, и магии. Есть и часть магии. Вуду в основном все строится на поклонении духам природы, духам предков и на театрализацию вот того действия, что ты хочешь добиться. Например, привязать, значит, две куклы вместе, назвать их именами мужчин и женщин, связать их, накормить медом, вместе закрыть в каком-то помещении. То есть ты театрально воссоздаешь какую-то иллюзию, какую-то реальность такую, которая в итоге воплотится в жизни. Мужчина и женщина действительно будут связаны вместе всю жизнь. Колдуны, значит, Кавказа. Кавказское колдовство – это вера в силу гор, это вера в духов предков точно так же, вера в древних богов, вера в приметы. И она насыщена очень разными приметами. Например, скажем, красную ткань ложили на лицо ребенка, который болел, значит, краснухой, и краснуха отходила. Она покидала. Вот, кстати, как-нибудь я про это расскажу. Это очень интересный момент кавказской магии. Кавказской магии очень много связано с природой. Отломить ветку, принести с утра по росе побежать, пойти там куда-то, что-то скинуть в воду, в реку, молча идти утром, набрать воды с реки, вернуться, искупаться в этой воде, что-то сказать, и потом уже ты забеременеешь, родишь ребенка и прочее, прочее. Все это вот, весь этот культ вот окутан именно таинственностью, древними песнопениями, сказаниями. Это все сопровождается разными, различными, скажем так, ритуалами и прочее, прочее, но это все знают посвященные люди. Кавказская магия, она не так распространена, как, например, там есть заговоры русской магии и так далее. Кавказская магия, она более таинственно закрыта. И именно вот, скажем, определенные ритуалы, заговоры кавказской магии доступны очень немногим. Поэтому вы не найдете, скажем, где-нибудь очень много армянских заговоров. Может, несколько штук где-то в интернете откопайте, но не более того. Остальное знают избранные люди. Это хранилось, это нельзя было передавать. У нас в семье, например, очень строго-настрого нельзя было никому это передать, кроме своих. Вот свои и знали, собственно говоря. И каждая семья могла иметь определенную тайну заговора, который охраняла их семью. Вот, собственно, и все. Еще раз повторюсь, на Западе были маги, на европейской равнине, восточноевропейской, были ведьмы, ну, то есть ведьмаки, Африка и Восток, колдуны,
Север, шаманы, понимаете? Точно такие же шаманы были и в индуистской традиции и прочее, прочее. Это все одни и те же люди, это люди силы. И говорить о том, что что-то кто-то выше-ниже, это, конечно, смешно. Выше-ниже нет. Просто есть различные направления магии. Каждый человек по-своему идет к магии. Каждый человек по-своему делает это все. Невозможно сказать, кто из них правильно, кто нет. Самое главное – это результат. Если есть результат, все равно, как ты лечишь, что ты делаешь, хоть ты прыгаешь до потолка, но если у тебя получается вылечить людей, значит, твое направление правильное. Ну, вылечить, имею в виду тело, душу, помочь, убрать ненужное, изменить судьбу и прочее, прочее. Всем удачи!